Посмотрите на эту карту внимательнее. На ней видно покрытие сетями 5G по всему миру. И только Россия остается пустым пятном. Почему же в 2025 году в нашей стране до сих пор нет ни одного региона или хотя бы города, где был бы доступен самый быстрый мобильный интернет? Если вам не хочется смотреть все видео целиком, я коротко назову две главные причины – ФСБ и война. А теперь давайте разберемся подробнее. Для вашего удобства под роликом есть тайм-коды. С их помощью можно пропустить знакомые фрагменты и сразу перейти к интересным вам. Но главная цель этого видео – простыми словами объяснить достаточно сложную тему. Любая связь, будь то радио, мобильный интернет или домашний Wi-Fi, работает на своих частотах. Радио на средних волнах, то самое М, вещает в диапазоне 530-1710 кГц. FM-радио, которое до сих пор слушают многие в машине, работает на частотах от 87,5 до 108 ГГц. Bluetooth, с помощью которого мы подключаем наушники, умный дом и другие гаджеты, использует частоты от 2,402 до 2,480 ГГц. Wi-Fi — это отдельная история. Там есть диапазоны 2,4, 5 и 6 ГГц. Для современных стандартов Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, которые обеспечивают скорость в несколько гигабит в секунду. В России доступны все эти протоколы, и при хорошем роутере дома можно добиться высокой скорости и минимальной задержки. Вот тут бы могла быть рекламная интеграция про какой-нибудь технологический бренд, но и не будет. Канал еще маленький, поэтому, пожалуйста, поддержите его лайком и вашей подпиской. Продолжаем. Теперь перейдем к мобильному интернету. В России услуга передачи данных по технологии GPRS появилась с 1 апреля 2002 года в сети Билайн. Стоил интернет тогда 30 центов за мегабайт. В те времена в России многие цены внутри страны действительно писались в долларах. Позже GPRS сменилась на более быструю технологию под названием Edge или 2G. В 2003 году заработал новый закон о связи, который ввел лицензирование услуг связи, сертификацию оборудования и единые требования к операторам. До него действовал указ президента Бориса Ельцина 1992 года, где тоже было сказано про лицензии и отдельные частоты для госструктур, то есть Минобороны, МИДа и администрации президента. То есть уже тогда стало понятно, что для запуска любого нового протокола необходимы лицензии и разрешения. Либертарианский зритель может прямо сейчас спросить, а почему я сам не могу решать, какие частоты использовать и какой интернет включать на телефоне? Вопрос резонный. Избыточная бюрократия действительно тормозит технологии. Иногда на согласование уходит несколько лет, а в России это еще и вопрос денег. Пока нужные люди не договорятся, дело не двигается. Но полный хаос тоже невозможен. Если частоты не контролировать, ваш телефон может случайно выйти на военный канал или даже перекрыть связь диспетчера с самолета. Именно поэтому раньше в самолетах просили включать авиарежим в телефоне, потому что телефон пытается найти сеть, и таким образом он мог помешать навигации. Сегодня такая проблема почти исчезла. Хотя во время запуска 5G в некоторых странах снова они вспомнили. В январе 2022 года главы крупнейших авиакомпаний США предупредили, запуск сети 5G в диапазоне C-band может породить авиационный хаос. Они заявили, что новые частоты могут создавать помехи приборам на борту самолетов, прежде всего приборам для измерения высоты. А это крайне важно для безопасной посадки в плохую погоду. По их мнению, если не принять срочных мер, сотни рейсов могут быть отменены, десятки тысяч пассажиров застрянут в аэропортах, международное авиасообщение окажется парализовано. Чтобы этого не допустить, они потребовали установить зону ограничения использования 5G как минимум в радиусе 2 миль от взлетно-посадочных полос крупнейших аэропортов. Сотовые операторы AT&T и Verizon в ответ согласились временно отложить запуск 5G и создать буферные зоны вокруг примерно 50 аэропортов в США. В итоге почти через год, к концу сентября 2023 года, все авиакомпании США обновили или модернизировали свои приборы измерения высоты, таким образом, что риск влияния 5G был практически исключен. После 2G в России началось развитие сетей 3G. Скорости выросли до 2 мегабит в секунду. Связь стала надежнее даже при перемещении. Впервые 3G появился у нас в 2007 году, а массовое покрытие начало формироваться к 2008-2009 году. Символом того периода стали USB-модемы для ноутбуков, которые вставлялись прямо в порт, и с помощью него могли получить доступ к интернету из любой точки, где существует связь. Оцени все преимущества скоростного беспроводного интернета через USB-модем с поддержкой 3G. Подключайся одним движением и гоняй по сети на 3G скоростях. С 4G, или LTE, как мы его называем, ситуация оказалась интереснее. Для LTE используется широкий диапазон частот от примерно 600 МГц до 3,5 ГГц. Для городов нужны одни частоты, для дач другие, для международного покрытия третьи. Преимущество LTE было в том, что оно почти совместимо с 3G. Операторам не пришлось полностью менять инфраструктуру, а достаточно было обновить базовые станции. Но главный вопрос снова уперся в силовые структуры. Ключевой диапазон 800 МГц был занят военной связью, спецлиниями и старыми аналоговым телевидением.
Его использование требовало согласования и так называемой конверсии, то есть переноса военных систем на другие частоты. Это означало замену передатчиков и антенн на тысячах военных объектах по всей стране. Финансировать эти работы обязали операторов. По условиям лицензии 2012 года Мегафон, МТС, Билайн и Ростелеком вкладывали миллиарды рублей не только в строительство сетей, но и в обновление военной техники. Из-за этого ЛТЕ внедрялось в два этапа. Сначала в 2011-2013 годах запускали сети на частоте 2,5 ГГц. Но у этих частот был один минус. Они плохо покрывают большие территории и хуже проходят через стену. Поэтому ЛТЕ сначала появилась в Москве и в Петербурге, а массовое покрытие в регионах стало возможно уже после освобождения частот в 800 МГц. Параллельно нужно было встроить систему SORM, то есть возможность для спецслужб контролировать трафик. Все это удорожало и тормозило внедрение. В итоге запуск 4G оказался не только технологическим, но и политико-бюрократическим процессом. Плюс была проблема фрагментации. В разных странах по 4G выделяли разные частоты. В Европе 800 и 2600 МГц. В США 700, в Японии 200, в России сначала 2600, потом 800 и 1800. Первые смартфоны поддерживали не все частоты, поэтому одна версия iPhone могла работать в Японии, но не в России. Только начиная с середины 2010-х годов ситуация нормализовалась. После болезненного опыта с 3G и 4G Россия подошла к 5G. В другом историческом сценарии я бы рассказал вам, как еще в 2018 году появились пилотные зоны в Москве, как тестировали беспилотный транспорт в Сколково, как операторы выбили себе частоты, и как в 2021 году первые коммерческие сети начали работать. Но этого не произошло. 5G обещал высокие скорости и минимальные задержки. В 2016-2017 годах визионеры говорили, что хирург сможет оперировать через сотовую сеть из другой точки планеты, что диспетчер сможет управлять краном прямо из офиса, что города станут умными, а беспилотные машины по-настоящему автономными. И многое из этого сбылось. В США и Китае появились беспилотные такси. В Корее и Китае светофоры подключили к сети. Даже у нас кое-что реализовали в Москве. 2GIS и Яндекс.Карты с весны этого года показывают таймер светофоров, хотя сделано это не через 5G, а с помощью 4G и проводного подключения самих светофоров. Но проблема в том, что для полноценно работающего 5G нужно увеличить количество базовых станций в 2-3 раза. Золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц в России занят спецслужбами и военными. Операторы пытались продавить его использование, но Совет Безопасности в 2019 году заявил, что отдавать частоты нельзя. Путин это решение утвердил, взамен предложил частоты 4,4-4,99 ГГц. Но под него почти нет оборудования, а в некоторых странах этот диапазон используется авиацией. Получается, что массовый запуск 5G на таких частотах экономически невыгоден и технически сложен. Были попытки договориться. В 2019 году МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G. В Москве в тот момент открыли пробные зоны. Но после 24 февраля 2022 года, когда Путин начал войну против Украины, все рухнуло. Из России ушли Nokia и Ericsson, основные поставщики оборудования для 5G, а Huawei и ZTE заморозили новые контракты. Начали продвигать курс на импортозамещение. С 2023 года можно устанавливать только отечественные базовые станции. Появились проекты Булат, ИРТ, Ядро, но они пока больше похожи на китайские решения с российскими наклейками, как это было с российскими процессорами и отечественными мониторами. В 2023 году стало ясно, что ставка делается на 4,8-4,99 ГГц. В стратегии связи до 2035 года это закрепили официально. Так называемый золотой диапазон использоваться не будет. Запускались корпоративные сети в метро, шли разговоры о компромиссах, но массового покрытия так и не появилось. В 2024 году стартовали пилотные проекты. В 2025 году Теле2 и МТС начали показывать первые отечественные станции. Осенью Минцифра заявила о создании рабочей группы с Минобороны по частичному использованию того самого золотого диапазона. Но параллельно с этим в России стали все чаще отключать интернет и связь даже в регионах, которые напрямую войной не затронуты. Но давайте представим, что все эти проблемы будут разрешены и в Москве появится полноценное покрытие 5G в золотом диапазоне. То будущие пользователи столкнутся с одной маленькой, но очевидной проблемой. 30-40% пользователей не смогут ощутить эту инновационную технологию. И это пользователи iPhone и всех устройств от Apple, что поддерживают 5G. Если максимально кратко, то Apple должны со своей стороны активировать поддержку сети пятого поколения в России. И, может быть, даже выпустить отдельное обновление актуальной операционной системы iOS, которая добавит ту самую поддержку на телефонах в России. Такие примеры были уже как раз-таки в Индии и в других странах, где запускали 5G и, в принципе, обновляли все под операторов. Но Apple официально свернула всю свою деятельность в России, прекратила сотрудничество с операторами большой четверки, пятерки, в принципе, как и зовут.
Так что та же технология звонков через Wi-Fi, Wi-Fi calling, доступна на линейке iPhone 13, который был выпущен в 2021 году. А на всех новых iPhone эта функция недоступна. Также есть проблемы с режимом модема и с звонками в LTE. Для этого необходимо эти настройки что-то дополнительно настраивать. По факту стабильность работы новых iPhone в российских сетях сейчас обеспечивается российскими операторами. И они дополнительно со своей стороны что-то оптимизируют, чтобы новые iPhone 17 работали в России. У меня выходило большое разговорное видео про появление Рустор на iPhone перед 1 сентября этого года, когда был принят закон, по которому все телефоны без Рустор должны были быть запрещены к продаже. Тогда я предполагал, что Apple просто проигнорирует требования российских властей и спустя полгода-год нехотя разрешит что-то устанавливать. Но мы с вами в сентябре 2025 года. И, как вы видите, iPhone продается в России без Рустор. Кроме устройств от компании Apple, более 67% рынка в России заняты телефонами на Android. И там поддержка 5G будет зависеть от желания производителей телефонов также обновлять программное обеспечение по запуску 5G в России. Я могу предположить, что такие производители телефонов, как Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei, это сделают достаточно быстро. А телефоны от Google под брендом Pixel, скорее всего, 5G в России не получат. При этом ситуация скорее изменится в лучшую сторону после окончания войны, когда взаимодействие с Россией и российским рынком перестанет быть не только токсичным, но и, самое главное, угрожающим этим компаниям вторичными санкциями. Поэтому мое предположение, что в ближайшие 2-3 года 5G в России для массового потребителя не появится. Сейчас бы главное нынешний интернет как-то сохранить и защитить от вечного отключения, замедления и блокировок. На этом у меня сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И обязательно напишите в комментариях, как вам видео. Или можете также похвастаться тем, какая максимальная скорость LTE в вашем городе. Пожалуйста, берегите себя. Пока-пока. Интернет должен быть в каждой, даже, может быть, самой удаленной точке нашей страны. Интернет они ставят, интернет. Он нам не нужен, интернет ваш. Интернет.